Приветствую, друзья! На канале Skill Journal. Потихонечку начинаю возвращаться в строй после рождения второго ребенка, и сегодня мы продолжим работы с танком Т-34-85. В прошлый раз мы закончили на создании одного из креплений для подвесных баков, ну и за кадром я еще сделал два оставшихся. Сегодня я хочу начать с того, что выпилить решетки с моторного отделения и вклеить туда детали из фототравления. По-хорошему это надо было, конечно, делать до того, как были сделаны крепления, но так как у меня четкого плана на эту 34-ку нету, поэтому действую по ситуации. Вспомнил, решил, делаю сейчас. Конечно же, сделанные ранее крепления для баков будут достаточно сильно мешать. Боковые решетки были вклеены с помощью клей-звезда, он намертво все склеил, и вырезать пришлось с большим таким трудом. Но ничего, немножко упорства, усилия, и все поехало. Удалось выковырять достаточно аккуратно. И на замену вот этой пластиковой решетки я буду использовать, как я уже сказал, решетку из фотоотравления. Примерно таким образом она будет выглядеть после установки. Ее можно будет впоследствии помять, повредить, в общем, придать ей более такой боевой потрепанный вид. Но опять же, это будем по ситуации в дальнейшем делать. Сейчас я сделаю то же самое с обратной стороны и также проделаю отверстия для решеток сверху. Там они не вклеены, а просто уже отлиты были с пластиком. Верхние решетки на самом деле удаляются намного проще, потому как там ничего не мешает. Достаточно было сделать отверстие, небольшую прорезь, а дальше уже, используя модельную пилку, просто пропилить и убрать ненужный нам пластик. После данных ковыряний я задумался о приобретении какой-нибудь компактной бор-машинки, потому что если бы была бор-машинка, вот эта операция была бы сделана быстрее, проще, и намного удобнее. Так что, возможно, в скором будущем что-нибудь подберу и заодно покажу вам свой выбор. Теперь нужно проделать то же самое с второй решеткой и потом приступить к приклеиванию. Как видите, все отверстия подготовлены. Теперь можно приклеивать решетки. Приклеивать я буду, используя обычный суперклей, в данном случае жидкий. Тут главное правильно поставить решетку на место и аккуратненько все приклеить. Согласитесь, смотрится намного интереснее, чем родные пластиковые. Верхняя решетка вклеивается аналогичным способом. Как вы уже заметили, в данном видео активно применяю стапель от фирмы WinModels. Очень удобная штука при работе с такими деталями, где нужно задействовать обе руки. Обзор на эти стапели можно найти у меня на канале, ссылку оставлю в правом верхнем углу. Две решетки вклеены, еще две вклею за кадром. Сейчас посмотрим, как все это будет выглядеть. С добавлением данных решеток секция МТО выглядит значительно интереснее. Переходим дальше. Теперь можно вклеить задний бронелист с выхлопными трубами, который я изготавливал в одном из первых видео. Тут ничего особенного, он у меня уже по размерам подогнан, использую обычный модельный клей. В данном случае супер жидкий от Pacific.
ранее, как вы помните, у меня была еще изготовлена из фототравления крышка МТО. Сейчас мы тоже все примерим и можно уже вклеивать. В принципе, тут уже нам ничего не мешает. Делаем небольшую примерку, чтобы все у нас встало на свои места. И еще один момент фототравления. Была маленькая деталька, которая устанавливается под крышку МТО. Что это за деталь, не знаю, но в общем-то предлагается ее приклеить. Ее не будет видно под крышкой, но я решил, раз есть, то тоже приклеить. Кто знает, что за назначение данной детали, напишите в комментарии. Я, честно говоря, даже понятия не имею, для чего эта деталь реально могла служить на боевой машине. Еще одна примерка, и тут можно понять, как нужно загнуть трубки для проводки к дымовым бочкам. Ну и после этого еще раз примеряем, смотрим. Усики трубок оказались длинные, поэтому я их немножко подрезал. И теперь уже финальная примерка перед приклеиванием. Приклеивать буду также на жидкий суперклей. Усики тоже фиксирую суперклеем. Теперь можно приступить к приклеиванию крышки МТО. И вот таким образом у нас выглядит корма танка. Добавилось большое количество металлических элементов. Смотрится достаточно симпатично. И еще обнаружил две маленькие детальки, которые необходимо приклеить. Это, я так понимаю, что фиксаторы крышки МТО. Они вот такие вот малюсенькие. Также приклею их на суперклей. Если я ошибаюсь с предназначением этих деталей, тоже напишите в комментарии. Возможно, я что-то перепутал. Собственно, на этом я сегодняшнее видео буду заканчивать. В следующий раз мы продолжим с вами делать доработки данной модели. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео, делиться с друзьями в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока.